Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня я готовлю котлеты для своей мамы. Эти котлеты отличаются от тех котлет, которые я уже готовила на своем канале, поэтому присоединяйтесь. Эти котлеты попросила меня сделать моя мама, и вот предоставила мне вот такой кусок шеи. Конечно, это самое лучшее мясо для шашлыка, для отбивных, просто для запекания или тушения. На котлеты, конечно, я бы использовала немножко другое мясо, которое дешевле. Но вот такой кусок мне предоставлен, и я с радостью выполню мамину просьбу. Значит, сейчас у меня тут килограмм 400 грамм свинины, 1 большая луковица, 5 больших зубков чеснока, 1 яйцо, 4 столовые ложки панировочных сухарей, я их делала сама. Батон можно вымачивать в молоке, либо в воде, если у вас батон вместо сухарей. Желательно, чтобы этот батон был сухим, тогда котлеты будут вкусными. Батона можно взять кусочков 5-6, обычных нарезных. Еще мы будем добавлять в котлеты майонез, 2 столовые ложки, у меня с горкой получилось, 2 чайные ложки с горкой соли. Кто любит меньше соли, кладите меньше. 1 чайная ложка молотого черного перца. Итак, начнем. Для начала я нарежу лук и чеснок очень мелко, как только это возможно. Друзья, вот столько у меня получилось нарезанного лука, и теперь я буду нарезать чеснок. А теперь, друзья, в миску с нарезанным луком и чесноком я буду прокручивать мясо. Друзья, так как в моей мясорубке крупная решетка, я мясо пропускаю через нее 2 раза, без лука и без чеснока. Лук и чеснок у нас нарезаны. Друзья, теперь осталось замешать фарш. Высыпаю сюда 2 чайные ложки соли, чайную ложку перца, 1 яйцо, 2 столовые ложки майонеза. И все это вымешаем. Сухари я добавлю чуть позже. Фарш я всегда вымешиваю руками. Тогда я чувствую консистенцию фарша. Иногда, вы знаете, если мясо было заморожено, то фарш требует добавления жидкости. Поэтому для вымешивания лучше всего ручной миксер, то есть руки. Вот такие есть участки, где скапливается кучка перца. Тоже старайтесь
равномерно распределять его. Фарш моментально стал ароматный от лука, чеснока. И вот уже вымешав фарш, я понимаю, что нужно добавить сюда воды. Смело выливаю кружечку воды, тут где-то 200 миллилитров, и соединяю с фаршем. Воду обязательно нужно добавлять, тогда у вас котлеты будут сочными. Если кто-то вымачивал батон или хлеб в молоке или в воде, и от этого фарш стал сочным, то добавлять воду не следует. А если кто-то будет добавлять панировочные сухари, как в моем случае, то обязательно добавляйте воду, потому что нам, кроме того, что нужно напитать мясо, чтобы оно стало сочным, нам еще нужна вода для размягчения сухарей. Итак, видите, мы целую кружку воды добавили, 200 миллилитров. И вот какая сразу консистенция стала фарша. Он стал именно таким, каким он и должен быть. Добавим еще сюда сухарей. Тут 4 столовые ложки. И фарш уже окончательно станет таким, каким я его хочу видеть по консистенции. Друзья, вот такой фарш получился. Сейчас я его накрою тарелочкой и дам ему постоять, чтобы он окончательно пропитался всеми ароматами. И после этого только можно будет жарить котлеты. Фарш охлаждался в холодильнике примерно час. И теперь я приступаю к формированию котлет вот на эту досточку. При формировании котлет руки обязательно нужно смачивать. Вот такая котлетка получается. Видите, по консистенции фарш великолепен. Он держит форму, он не распадается. И при этом, при всем, вы помните, что мы влили 200 миллилитров воды. А когда я положила туда панировочные сухари, они набрали влаги. И вот теперь у нас получилась такая красота. Друзья, ну вот я сделала 18 котлет, у меня получилось. Они у меня не маленькие, почти на пол ладони. И теперь я их буду обжаривать. Обжаривать буду без муки, без панировочных сухарей, так как любит моя мама. Просто выкладываю на раскаленное масло котлеты и обжариваю. А далее будем тушить. В сковородку наливаю масло, так, чтобы покрыть дно. Нагреваю ее. И выкладываю котлеты. Котлеты буду жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Друзья, котлеты я буду обжаривать на среднем огне. Запах стоит изумительный просто. Еще, друзья, очень важно, на какой сковороде вы жарите.
Желательно для обжарки котлет выбирать сковороду с толстым дном, чтобы тепло по сковороде распределялось равномерно. И еще, друзья, один важный нюанс при жарке котлет. Если вы их положили на сковородку, не надо их несколько раз приподнимать, смотреть. Минутки 3-4 прошло, тогда можете только приподнять. Важно, чтобы в котлетке внизу образовалась румяная корочка. Если вы их будете постоянно приподнимать, то вряд ли она красивой получится. Это раз. Во-вторых, время, когда вам переворачивать котлеты, известят, как ни странно это сказать, сами котлеты. Появится вот такое выделение сока. Это значит, пришло время перевернуть котлету. После обжарки котлеты я сложила в кастрюльку, заливаю кипяченой водой, где-то полкружечки, и ставлю под крышку тушиться на маленьком огне на 40 минут. Ну вот, друзья, такие котлетки получились. Все, как любит мама, с луком, с чесноком, обжаренные без муки и панировочных сухарей. Мамочка, привет, если ты меня смотришь. Все для тебя, все как ты любишь. А сейчас я разломаю одну из котлеток и покажу, какая она внутри. Вот, друзья, какие сочные. Вкус у этих котлет просто изумительный. Попробуйте их приготовить. Вам они очень понравятся. Я в этом просто уверена. А я вас, как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк, если понравилось видео. До новых вкусных встреч. Всем крепкого здоровья, берегите себя и всем мирного неба над головой. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.